Японская 400-кубовая классика была, есть и будет самыми популярными мотоциклами у новичков во всем мире. Бессомненным королем этого класса уже давно является Honda CB400 Super 4, которая единственная, кто до сих пор стоит на конвейере и радует поклонников уже больше 30 лет. В сегодняшнем выпуске мы вернемся в прошлое и взглянем на битву классических 400-х, которых в свое время было довольно много. Начнем с 1989 года, когда на свет появился Suzuki GSF 400 Bandit. Он мог похвастать двигателем от спортбайка Suzuki GSX-R 400. Рядная 398-кубовая четверка жидкостного охлаждения выдавала 59 лошадиных сил и 38 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии дорожник весил 188 кг. Бак вмещал 18 литров. Разгон от 0 до сотни занимал 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. А что еще нужно для новичка? Мотоцикл быстро завоевал популярность как в самой Японии, так и за ее пределами. В этом же 1989 году появилась еще одна внутрияпонская классическая модель Kawasaki Zephyr 400, которая и сейчас популярна у себя на родине. Мотоцикл оснащается рядной 399-кубовой четверкой воздушно-масляного охлаждения, которая выдавала 46 лошадиных сил на 11 тысячах оборотов в минуту и 30 ньютон-метров крутящего момента на 10,5 тысячах. В снаряженном состоянии Zephyr 400 весит 198 кг. Бак вмещает 15 литров топлива. Максимальная скорость 180 км в час. В 1991 году компания выпускает новую модификацию двигателя для Suzuki GSF 400 Bandit с изменяемой системой газораспределения, которая срабатывает после 8000 оборотов в минуту, и мотоцикл преображается. Чтобы это подчеркнуть, помимо наличия буквы V в заводском обозначении, крышки ГБЦ этих моторов красились в красный цвет, из-за чего данная модификация получила название красноголовая. В 1992 году Honda на смену провалившегося по продажам Honda CB1 выкатывает Honda CB400 Super 4 первого поколения NC31. Его главной особенностью стал 399-кубовый двигатель, который оказался самым надежным среди всех конкурентов. Поэтому именно этот мотоцикл отдавался на растерзание новичкам во всех мотошколах Японии. Мотор имел жидкостное охлаждение 16 клапанов и 2 распредвала. Мощность составляла стандартные для класса 53 лошадиные силы и 38 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 193 кг. Бак вмещает 18 литров топлива. Разгон до 100 4,5 секунды. Максимальная скорость 180 км в час. В 1993 году Honda экспериментирует и выпускает на рынок Honda CB400 Super 4 версию R, которая отличалась передним обтекателем, квадратной фарой, иной приборной панелью и выхлопной системой от Honda CBR 400 RR. Окрасилась эта спортивная версия в два цвета – оранжевый апельсин или черный.
ててね。В этом же году компания Yamaha выкатывает из своего конкурента в лице Yamaha XGR400. Это был простой и надежный классический дорожник. Его 399-кубовый двигатель воздушно-масляного охлаждения выдавал 53 лошадиные силы и 34 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе в 195 кг от 0 до сотни XGR400 разгонялся за 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 18 литров топлива. В 1994 году появился первый представитель новой классической серии от Kawasaki. Им стал Kawasaki ZRX400, который имел квадратную фару и передний мини-обтекатель. В отличие от Zephyr, Kawasaki ZRX400 получил уже двигатель жидкостного охлаждения от Kawasaki ZR400. Рядная 399-кубовая четверка выдавала 53 лошадиные силы и 37 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 187 кг. Бак вмещает 16 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает стандартные 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Suzuki GSX 400 Impulse появился в 1994 году и продавался параллельно Suzuki GSF 400 Bandit, но позиционировал себя как классическая модель с чертами мотоциклов 80-х годов. Рядная 399-кубовая четверка жидкостного охлаждения выдавала стандартные японские 53 лошадиные силы и 37 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 175 кг. Бак вмещает 18 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. GSX 400 Impulse покинул конвейер в 2007 году. Kawasaki не забыли и про любителей настоящей классики, и в 1995 году компания вдобавок к обычной версии выпускает и полностью классическую с обычной круглой фарой и без переднего обтекателя под названием Kawasaki ZRX 402. Все остальное без изменений. В этом же 1995 году выходит последнее обновление Бандита. Suzuki GSF 400 Bandit получает новый внешний вид, сиденье и новый алюминиевый маятник. Емкость топливного бака снижается с 16 до 15 литров, а мощность с 1993 года из-за законодательства ограничена до 53 лошадиных сил и 37 ньютон-метров крутящего момента. В 1997 году модель покинула конвейер. В этом же 1995 году в названии Yamaha XGR400 добавляется буква R, а вместо обычных двухпоршневых суппортов спереди теперь устанавливаются четырехпоршневые Brembo золотого цвета. Однако в 1996 году была представлена ограниченная версия Yamaha XGR400R2, которая отличается наличием переднего обтекателя с прямоугольной фарой, цифровой приборной панелью и полностью черной выхлопной системой.
В 1996 году компания Kawasaki выкатила на рынок второе поколение Zephyr 400, которое теперь стало называться Kawasaki Zephyr X. Мотоцикл получил новый двигатель, который от прошлой версии, да и от всей двухклапанной линейки Zephyr отличается уже 4 клапанами на цилиндр. Также повысилась и степень сжатия с 9,7 к 1 до 10,3 к 1, благодаря чему максимальная мощность возросла с 46 до стандартных для японского рынка 53 лошадиных сил. Suzuki GSX-400 Inazuma появилась на японском рынке в 1997 году. Мотоцикл получил воздушно-масляную рядную 399-кубовую четверку, которая выдавала 53 лошадиные силы и 36 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла 185 кг. Бак вмещает 18 литров топлива. Разгон от 0 до сотни занимает чуть больше 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Inazuma имела довольно богатое оснащение, заднюю подвеску Каяба и 4-поршневые передние тормоза Brembo, однако мотоцикл был снят с производства уже в 2001 году. Второе поколение Honda CB400 Super 4 NC39 появилось в 1999 году. Мотоцикл получил немного измененный дизайн, а самое главное, он стал комплектоваться системой HyperTech. Данная система работала следующим образом. До 6750 оборотов в минуту работало 8 клапанов. После этой отметки подключались 8 остальных. Это позволило значительно улучшить тягу на низких оборотах и получить ощутимый подхват на верхах. Двигатель стал более мягким снизу, экономичным, обладающим отличными динамическими характеристиками. Мотоциклы этого года имеют маркировку Spec 1. В 2001 году модель Yamaha XR400 помимо новых цветов получает и небольшие изменения в виде иной выхлопной системы и новых передних суппортов Nissin от знаменитого спортбайка Yamaha R1, которые сменили пафосные суппорта Brembo золотого цвета. Емкость топливного бака увеличилась с 18 до 20 литров еще в 1998 году. Все остальное без изменения. В таком виде XR400 производился до 2008 года, после чего был снят с конвейера из-за выхода обновленных экологических норм, которым старенький мотоцикл не соответствовал. В 2002 году выходит обновленная Honda CB400 Super 4 Spec 2. Мотоцикл получил встроенный иммобилайзер, измененную приборную панель и перенастроенную систему HyperTech, которая теперь стала включаться с 6300 оборотов в минуту. В
В 2004 году Honda CB400 Super 4 вновь обновляется и получает маркировку Spec 3. Меняется внешний вид. Появляется мультирефлекторная передняя фара, светодиодные задние фонари и поворотники в форме рубина. Были изменены также передаточные числа коробки передач и системы HyperVTEC, которая вновь стала включаться с 6750 оборотов в минуту. В 2005 году для любителей небольших путешествий Honda выпустила версию Honda CB400 Super Bold Door, которая имела переднюю ветрозащиту. В 2005 году появляется обновленный Suzuki GSX 400 Impulse, который получает новый выхлоп под новые экологические требования, новые карбюраторы с датчиками положения дросселей, а на баке теперь красуется только буква S. Однако мотоцикл покинул конвейер уже в 2007 году. Kawasaki Zephyr 400X просуществовал на рынке до 2008 года, после чего производство модели было остановлено. Однако на прощание в этот год компания выпускает ограниченную финальную версию мотоцикла Kawasaki Zephyr 400X Final Edition, которая отличалась двухцветной красно-черной раскраской в стиле Kawasaki Z1 и передними суппортами черного цвета. В этом 2008 году вышло третье поколение Honda CB400 Super 4 с маркировкой NC42, которая получила приставку REVO. Главное отличие — это наконец-то появление инжекторной системы питания. А система VTEC была доработана таким образом, что при передачах с 1 по 5 она включалась с 6300 оборотов в минуту при разгоне, то есть полностью открытой дроссельной заслонки. В других случаях с 6750 оборотов в минуту, а на 6-й передаче она включена постоянно. Также доступна и версия с обтекателем Honda CB400 Super 4 VTEC Bold Door. В 2014 году мотоцикл получает светодиодную фару, и в таком неизменном виде легенда продается в Японии и сегодня по цене 884 500 йен. Это примерно $6000.